А в этом видео я собрала свой личный топ-10 лучших мест в Батуми. И начнем, конечно же, с пляжей. Общая длина всех пляжей Батуми составляет около 7 километров от парка чудес и почти до самого Батумского аэропорта. Все пляжи в Батуми галечные, и глубина начинается практически сразу. Море такое теплое просто. Я вообще обожаю в Грузии бархатный сезон. Это самое лучшее время. То, которое сейчас. Сентябрь и октябрь. Ширина пляжа 50-70 метров, поэтому сколько бы людей не отдыхало здесь, места хватит всем. Пляж здесь, возле башни Алфавита. И когда мы приезжаем в Батуми, мы обычно приходим сюда. Хорошо здесь. А это пляжи Нового Батуми. Хороший пляж. Мое любимое место в Батуми – это Приморский парк. Мы вышли на Батумскую набережную. Я не была здесь 2 года. Даже 2,5, наверное. Последний раз были осенью, когда Алиса была совсем еще маленькая. И вот сейчас идем по велодорожке. Она красного цвета, они через весь Батуми проходят. И мы раньше брали с Асей велосипеды на прокат и катались. И такие веломашинки тоже можно взять на прокат. Батумский бульвар по всей длине засажен цветами, пальмами и хвойными деревьями, что делает его очень зеленым и красивым местом. В Приморском парке находится много скульптур, фонтанов и детских площадок. И есть вот такая шахматная доска, Алиса обожает здесь играть. Еще на территории парка есть небольшой зоопарк и много-много птиц. Это парк чудес. На его территории находится башня Алфавита, воплощение любви грузин к своему языку. По всей высоте, а это 130 метров, башня обвита лентами с 33 буквами грузинского алфавита. Наверху расположена смотровая площадка и вращающийся ресторан. Здесь же находится статуя Али и Нино. Это шедевр современного искусства, представляющий собой фигуры двух влюбленных высотой 7 метров, мусульманина-азербайджанца Али и христианки грузинки Нино, двигающихся навстречу друг другу. Скульптура символизирует любовь, которая стирает грани между религиями, расстояниями, различиями и традициями. Вечером, когда зажигаются огни, можно покататься на колесе обозрения здесь же. Всем добрый день. Почему-то, когда мы приезжаем в Батуми, у нас день в Батуми начинается с кафе. С захода в кафе, в грузинскую кухню, и мы едим. И только потом мы начинаем куда-то идти, смотреть что-то красивое. Спасибо, Алиса, что ты меня облила полностью соком. Все как всегда. Именно поэтому я хочу показать вам, где в Батуми люблю поесть я. Безусловно, помимо моих любимых мест в Батуми есть еще множество вкусных ресторанчиков, о которых вы можете написать мне в комментариях под этим видео. Но самые вкусные аджарские хачапури готовят здесь. Учу детей есть хачапури по-аджарски. Я люблю, когда он на тонком тесте. И вот это все нужно взять и размешать хорошо. Это сыр, яйцо, масло. Очень вкусно. Вообще грузинская кухня самая вкусная кухня в мире. Подвинь свои пельмешки в сторону, чтобы они не улетели. Вообще хачапури правильно есть руками полностью. Вот так вот макать в эту серединку, да. Но мы едим вилкой стаей иногда. Завтрак обошелся нам в 70 лари. По вот такой узкой улочке мы выходим вот сюда. И вот эта кафешка «Сердце Батуми». Здесь очень-очень вкусная грузинская кухня. Но здесь всегда занято. Заходим внутрь и... Сегодня нам повезло, и здесь есть свободные столики. Да? Покажу вам не спеша меню. Посмотрите сами. Цены довольно-таки адекватные, и выбор еды очень большой. Хорошо размешай только. Или прям как раз под меня подразумевать. Все? Или нет?
Порции большие и очень вкусные. Так аккуратно положить, чтобы не вывалить. Ну вот у нас средний счет примерно так и выходит везде. А этот ресторан просто обожаю, называется Сазандари. Заходим, здесь несколько залов, есть площадка на улице, а мы хотим сесть где-то подальше, в глубине от всех, где нам никто не будет мешать, и мы тоже никому. Здесь в Сазандаре безумно вкусные баклажаны с орехами. Еще мы заказали шашлык, грибы сулугуни на кеце. Сейчас их принесут и хинкали. В Сазандаре есть только один минус, то, что нельзя рассчитаться картой, оплата только наличкой. Куриный шашлык с очень вкусным соусом. Здесь вообще очень-очень вкусная кухня. И когда Ася была маленькая, мы сюда приезжали и часто здесь вечерами кушали. Ты шашлык будешь кушать? Не, не руками, я тебе в тарелку положу. Грибы только из печи. Пар идет. Так, вот хочу сказать осторожно. Счет 78 лари у нас вышло за 2 шашлыка, хинкали, салат овощной, грибы. И что у нас еще было? Баклажаны и супчик Алисы. Хашлама. Это, кстати, счет очень нормальный по ценам. Ну, немного, я считаю, потому что мне казалось, что мы наели намного больше. Сегодня покажу вам еще одно интересное место в Батуми. Это канатная дорога Арго. Билеты взрослые 30 лари, детские до 12 лет, от 5 до 12 7 лари, Алиса бесплатно. Все, мы поднимаемся потихонечку. Сейчас весь Батуми будет под нами. В кабинку помещается 6 человек. В разгар сезона летом желающих очень много, и одному прокатиться не получится. А сейчас осенью посвободнее. Иди, бабе. Иди к бабе, говорит, да? Иди, бабе, я Коля буду. Иди так вот такой. Иди ко мне на ручки, Алис. Сама сидит, смотрит вниз. Время в пути в одну сторону 10 минут, и отсюда можно рассмотреть весь город. Алиса, пойдем! Вот вроде осень, а народу все равно достаточно. Что там, Алиса, видно? Людей очень много вообще. Это я к тому, что фотографию сделать на фоне Батуми тяжко. Посмотрите, там облепили просто это стекло, смотровой кусочек. И вам маленький лайфхак от меня. Днем до обеда лучшее время для фото, потому что солнце садится на западе Батуми, а после 15:00 будет против солнца. Гуляя по Батуми, вы не пройдете мимо итальянского квартала. Где идет, кстати? Красивая итальянская площадь заставлена столиками, где можно выпить чашечку кофе, пообедать и насладиться видами. Ты стесняешься? Это медленный танец у тебя, да? Есть небольшой фонтанчик с амуром, любимое место Алисы. Голову надо дома мыть, дома, а не здесь. Батумский порт со множеством яхт, откуда можно отправиться на морскую прогулку. Когда-то мы на пароме из Ильичевска сюда приходили все время и выходили уже с той стороны, получается, ехали в Кабулете, мы любили в той стороне отдыхать, снимали какой-то домик, когда Алиса была маленькая. Вот. И сейчас просто гуляем, конечно, солнце очень жаркое. Слазь, маме тяжело. А вдоль порта идет набережная, которую оккупировали торговцы сувенирами и фруктами. Есть велодорожки для любителей покататься на велосипедах. Ну, в общем, мы любим здесь гулять. А это фонтан Чачи.
Алиса хочет на эту машинку, а мама сегодня крутить педали не хочет. 20 лари полчаса. И здесь, кстати, сейчас покажу, все должны крутить. И сзади педали, и спереди педали. Дочь, мама сегодня ленивая. Вход в парк. А почему мы сюда, Тая, пришли? Мы хотим с Алисой на аттракционы сходить. Я на один, Алиса на один, на один мы вместе сходим. Эти аттракционы работают вечером. Сейчас солнце сильное, жарко, и видишь, все стоит. А мы идем вон к озеру пошли, лучше на лодочках покатаемся. В этом парке есть вот такое красивое озеро и фонтан. И в завершение не забудьте прогуляться по новому Батуми. Город расстраивается с огромной скоростью и через пару лет будет напоминать второй Дубай. Это озеро Ардегани. Летом здесь поют фонтаны, приезжают фотографироваться свадьбы. Рядом есть комплекс высоток Sea Towers, много зелени. В Батуми очень много скайбаров со смотровыми площадками. Это башня Тауэр, на первом-втором этаже ресторан, а наверху смотровая. Ну и, конечно, в ресторане цены выше среднего. Кушать я там не рекомендую, но так можно взять бокальчик вина и подняться на смотровую вечером на закате, посмотреть на Батуми. Но с канатной дороги вид намного лучше. Кстати, вот у них в Тауэре своя пивоварня собственная, и пиво вкусное. Я не пробовала, но так говорят. Вид снизу. Как я боюсь таких ужасных небоскребов, многоэтажек. Вон там 2 человека стоят на балконе.